Всем огромный привет! Поговорим сегодня о том, что нам Оксана показала в запретограмме, так называемом. Пока я буду рассказывать, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Ну а Юра с Оксаной поехали на ВДНХ вслед за Леной. Но все-таки Оксана все еще ходит за Леной хвостиком и снимает дублирующий контент. После того, как Лена все это, в принципе, нам уже показывала, смотреть на то, что нам показывает Оксана, не особо интересно, с одной стороны, а с другой стороны, Оксана кое-что новенькое нам все-таки показала. А именно показала она нам Юру. Юра танцующий. Это, конечно, зрелище интересное. Вот у Лены, например, не было в кадре танцующего Юры. Да что там, танцующего Андрея не было. Ну и, понятное дело, Вани тоже танцующего не было. Хотя, в принципе, Ваня в кадре был. Танцующий Юра, конечно, здорово разбавляет влоги Оксаны. И Оксана этим активно пользуется. И правильно делает, почему бы и нет. Справедливости ради надо сказать, что мы танцующую Оксану еще увидели. Но да, ее показала нам Лена. Оксана саму себя танцующую не показала. Почему бы Юре не взять тот самый телефон или чем они там снимают и не показать Оксану тоже танцующей? Нет, Юра, видимо, не хочет утруждаться и начинать снимать влоги. Юра как участник съемок, но не как оператор. Ну и обо всем по порядку. Да, Юра освободился пораньше, и они поехали в Москву с Оксаной. Показывает нам Оксана красивую станцию, как она красиво украшена, действительно очень здорово украшена. Но, в принципе, нам эту станцию Лена уже показывала, поэтому смотреть на то, что нам показывает Оксана, не особо интересно. Да, вот возвращаясь к началу обзора. Одна надежда на то, что Оксана, когда будет в Таиланде, она будет снимать тот контент, который Лена, понятное дело, в силу определенных причин снять не сможет. Ну, по крайней мере, потому как Лена не будет с ними. И это уже здорово. Ну что, Оксана говорит, нас ждут, думаю, ну все, сейчас скажет великие дела. Но нет, Оксана сказала, нас ждут сегодня Москва. Вот такой вот русский язык Оксаны. Павильон достижения России показали. А потом, конечно, пошли елочки смотреть. Ну вот смотрели эти елочки. Юра, конечно, сказал, мне неинтересно. Оксана вторит, вот Юре неинтересно. Помнится, мне не ходили мы по магазину, и Оксана хотела то ли майонез купить, то ли что-то еще, а Юра запретил. Он говорит, ну все, Юра запретил, ну все, Юра не хочет, значит, мы это, мол, не купим. Думаю, ну все, теперь мы елочки не увидим. Интерпретация Оксаны. Но нет, вы знаете, все-таки пошли они, посмотрели эти самые елочки. И какой-то концерт был, и, конечно, у сцены Оксана пританцовывала. Юра танцевал, и пару раз, кстати, Юра танцевал, да, две разные песни и два разных танца. Казалось бы, должно было быть, но движение однотипное, Юра. В каком-то из павильонов выдали им наушники. Вот я бы эти наушники вряд ли бы надела, потому как они, ну, как вам сказать, они, я уверена, не проходят никакую дезинфекцию. Кто их только не надевал до Юры и Оксаны. А те вот смело так нацепили эти наушники и что-то там слушали. Я побрезговала бы. ВДНХ Оксане понравилось, Оксана в восторге, да. Теперь ВДНХ в огромном долгу перед Оксаной. Ну, а потом всякие разные павильоны. Павильоны, одни, другие, третьи, и всяких регионов павильоны. И фонтан дружбы народов, конечно, он красивый зимой и летом. Вот, Оксана, что вижу, то пою, вот как Акын, вот честное слово. Посмотрите направо, посмотрите налево, идемте прямо. Как-то так. Ну, а самое интересное, конечно, было то, что Юра лихо так вот как-то, ну, избавил мир от кабарги. Просто, да. Почему? Потому как они, когда увидели чучело кабарги, кстати говоря, Оксана сказала, как олененок. Я думаю, что, Оксана, как олененок? Как-то так звучало в исполнении Оксаны, как олененок. Очень неприлично. Так этот самый олененок маленький с клыками называется кабарга. Да, ну а Юра сказал, нет, раз клыки, значит это животное давным-давно вымерло. Ну, он вымер давно уже, этот олень саблезубый. Ну, Юра, если ты не знаешь, то лучше молчать, вот честное слово. И как ты не знаешь вообще о том, что это животное, слава богу, еще существует, и можно на него посмотреть, в принципе, и в зоопарке. Я не понимаю этого. Опять же, Оксана ушла далеко от Лены, и Лена говорит, Ненецкий.
автономный округ. Ну и Оксана вслед за ней тоже увидела елочку. И говорит: о, елочка от Ненецкого автономного округа. Ненецкий. Потом еще осталось искать Фанера, как это говорит Лена, и все. И вот полное совпадение. Рассматривают они костюмы какие-то национальные. Говорят: ой, тут фотографируется, тут фотозона в этих костюмах. Ой, тут шкуры убитых зверей. Ну зачем добавлять, что убитых? Понятное дело, что да. Ну зачем так? Можно сказать, шкуры зверей, да, вот юрта, там шкуры зверей и так далее, какие-то одежды из шкур. Ну почему надо обязательно подчеркнуть вот убитых зверей? Оксана, без тебя бы никогда не догадались. И мне непонятно, почему они не пошли фотографироваться в ту фотозону. Там люди приходили, фотографировались, и в юрту заходили, фотографировались. Очень так вот интересно получалось. Но почему-то Оксана и Юра решили, что они выше этого всего. Странно. Оставилась бы одна фотография на память, другая фотография на память. Да и контент был бы. Почему бы и нет? Было бы интересно посмотреть на Юру в юрте. Мне, например, было бы интересно в национальном каком-то костюме, там, в головном уборе, ну и так далее, да? Почему бы и нет? Но, видимо, все-таки нет. И еще было бы классно, если бы Юра сплясал бы какой-нибудь национальный танец в национальном костюме. Вот это был бы контент. И я считаю, что зря они этого не сделали. Это привлекло бы каких-то новых зрителей, и просмотры, понятное дело, увеличились бы. Но видите, то ли не захотел Юра, то ли Оксана не сообразила, что так можно. И вот они, ну, считай, зря съездили. Как-то вот, ну, танцы Юры, да, вот единственные. Вот они как-то разбавили вот скучное хождение по ВДНХ. Хотя, в принципе, ВДНХ там отличная выставка. Одна отличная выставка, другая всякие какие-то павильоны чудесные. Это все надо как-то по-другому показать. Но Оксана, такое ощущение, что только сегодня взяла в руки камеру. И только вчера научилась говорить более-менее. И вот вам результат. Зря только съездили, по большому счету, да, зря потратили время и зря потратили деньги. Ну, это я так считаю, потому как действительно можно было бы сделать из этого лимона лимонад. И причем отличный лимонад был бы, если бы Оксана сумела правильно подать то, что они там наснимали. Ну, как видим, Оксана почему-то не хочет даже и думать о том, что надо повышать уровень своего мастерства. Ну, вот таким получился у меня очень коротенький обзорчик сегодня, но тем не менее хотела с вами поделиться тем, что Оксана выкладывает в запретограмм. Знаю, что не все могут посмотреть запретограмм, там какие-то сложности за входом, поэтому я стараюсь оперативно вас как-то вот информировать о том, что происходит у Оксаны в ее рилсах. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока!